Facebook это не простит. Но это чушь. Вам не показался нелепым секс в карете? Массирующие эрогенные зоны кино. Вы знаете руса? Ползучая Третья мировая война. Если что, это вопрос, а не претензия. Чего ж ты не сделаешь? Получи Оскар. Получи. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Для тех, кто не знает, Александр Роднянский имел огромные телевизионные проекты, огромный телевизионный успех на Украине. Канал 1+1. Вы его запустили, вы его развили, и вы с него потом ушли. Вы дважды продавали свою долю в этом канале, вы были его акционером. Первый раз вы продали ее за 30 миллионов долларов, второй за 220 миллионов. Я узнал это несколько лет назад, когда читал вашу книгу впервые, и с тех пор меня терзает вопрос. Я правильно понимаю, что все эти 250 миллионов долларов, они ушли вам? То есть вы продавали как единственный владелец? И моему партнеру. Брату? Да. Ага. А вы владели ими пополам? Да. Угу. Как вы... 120 миллионов долларов — это отличные деньги. Как вы их инвестировали, чтобы они просто за время всех тех пертурбаций, которые происходили что с Украиной, что с Россией, не испарились? Нет, по-разному, если честно. Потом же был еще успех СТС, когда я пришел на СТС. А вы тоже были акционером? Ну, конечно, я самый большой был индивидуальный акционер СТС Медиа. Ну как, я стал им. Дело в том, что когда меня пригласили на СТС, и я убежал с политически чрезвычайно интенсивного и вовлеченного во все, так сказать, перетурбации столь хорошо знакомой ныне и российской аудитории украинской политики, я намеренно выбрал, собственно, мне предлагали и разные варианты, и в России разные варианты, разных каналов, в том числе чем-то похожим на 1+1, который был король конкуренции действительно в Украине. Но я выбрал на тот момент абсолютно такой маргинальный, стоящий особняком в чистом виде развлекательный канал СТС. И вот с 2002 года по 2006 мы его как бы всю компанию изменили. То есть я имею в виду, мы, вся группа людей. И вывели на американскую биржу. И это тоже была достаточно большая сумма, сопоставимая с тем, что вы сказали, сумма денег заработана и так далее. Но дальше очень много было, знаете, какие-то компании, какие-то онлайновые стартапы, какие-то кинематографические... Давайте проще. Ваше лучшее вложение, вот части из этих 250 миллионов, примерно 250 миллионов, и худшее. Я не комментирую количество денег. У меня есть два стартапа, которые с нуля на бумаге, так сказать, я инвестировал в технологической сфере. Мне показалось, что у меня есть какое-то, так сказать, понимание в том сегменте, в котором я инвестировал. Один — это онлайн-игры, я не буду называть компании. Второй — это международная компания, связанная со сферой такого e-commerce. И они оба стартапа... Вы называете я название? Не буду их называть, да, специально. Я не говорю о тех, где мы покупали акции, потому что я покупал много Нет, но это не так интересно. А да. по сколько вы вложили в стартапы? По 5. По 5 миллионов? Да. Но они очень удачны, они стоят уже, так сказать, в разы больше. В разы? В разы. Я думаю, что будут стоить и в десятки, а в одном случае, может быть, даже и значительно больше. Буду честен, я не про компьютерные игры. Зато я отлично помню, как компьютерные игры присутствовали в моей жизни. Как они в эту жизнь проникали. Мне 14. И как-то раз за одной очень популярной в те времена стратегии я провожу 20 часов подряд. Мои глаза после этого были похожи на английский флаг. Сосуды полопались и разрезали мои глазницы таким же образом, как красные полоски разрезают белое полотно на этом самом английском флаге. Потом я это дело оставил и сконцентрировался на других вещах. Но вокруг меня по-прежнему полно людей, глядя на которых я могу сказать: если бы не онлайн-игры, их жизнь и жизнь их близких проходила бы гораздо тяжелее. Раздражен после целого дня в офисе? Застрял в пробке? Вот-вот сорвешься? Просто заходишь в мобильничек, запускаешь игру и перезагружаешься. Одна из штук, с которой делать это лучше и интереснее всего, игра Vikings War of Clans. Викинги похожи на знаменитые онлайн-стратегии из 90-х и нулевых, только на мобильном и онлайн. Это чуть ли не единственная мобильная стратегия с современной 3D-графикой. Особая фишка – яркие битвы между странами, в которых можно реализовать все свои имперские амбиции, не вынося их из смартфона. Лучше делать это здесь, не в реальной жизни. Наши, кстати, чувствуют себя весьма уверенно. И комьюнити в 3 миллиона человек
регулярно лупит остальных. Русскоязычная техподдержка работает 24 часа в сутки и готова прийти на помощь в любой непонятной ситуации. В общем, скачивайте, присоединяйтесь и наслаждайтесь. А чтобы делать это было еще приятнее, при скачивании по ссылке в описании 200 голды в подарок от Вдудя. Ваш последний фильм «Нелюбовь». Мама, открой, Алёша пропал! Алёша пропал. Чё, ну придумали, что ли, да? Ты же сказала, вы разводитесь. Чё, выебка свою решил на меня, что ли, повесить, да? Вот это вот, видела? Очевидно, что Андрей Звягинцев режиссер, у которого есть вопросы к действующей российской власти. Вызывает ли это у вас, как у продюсера, волнение, когда вы начинаете с ним работать? У меня вызывает волнение, конечно, было бы странно, потому что самое глупое — это, так сказать, дразнить, что называется, просто дразнить власть. Нет. Но я твердо знаю, что Звягинцев это делает не потому, что ему хочется кого-либо дразнить, и не потому, что он знает, что что-то хорошо, что-то плохо. Я вот сейчас скажу принципиально важную вещь про Звягинцева, которая, на самом деле, если поверить, сразу объяснит очень много в его фильмах. У Звягинцева нет примитивного представления о хорошем и плохом. У него нет представления о том, что что-то белое, что-то черное. Мир его фильмов не делится примитивно на, так сказать, на два лагеря, один из которых справедлив и прав во всем, а другой бесконечно неправ. Никогда. Звягинцев всегда исследует человеческую природу и, о ужас, видит, до какой степени она несовершенна. И смотреть на «Левиафан» как на публицистический памфлет про плохую власть, которая давит хорошего человека, глупо. Потому что в «Левиафане» главный персонаж пьет, извините, живет, он слаб, не может найти в себе силы. Его лучший друг его предает, его жена ему изменяет. Он виновен, он грешен, говоря проще. Равно как и грешен любой другой. Как и мэр, который кажется самым главным негативным персонажем. Мэр – обаятельный персонаж, который на самом деле и не для себя вроде бы ворует деньги, а для того, чтобы построить храм. На самом деле все люди объемны, в каждом есть какая-то, так сказать, как бы борьба. То есть, как это говорят более, так сказать, классики, что здесь поле битвы – это человек и человеческая душа, а не, извините меня, социальное пространство. Поэтому, когда, условно говоря, я смотрел одну из ваших передач, кто-то там говорил по поводу того, что персонаж не действует. В американском кино, жанровом кино. Это был Евгений Бэдкомедиан, главный кинокритик русского Ютуба. Меня многие критикуют за «Левиафан», то, что вот разнес такое великое... Это отвратительнейшее кино, потому что персонаж там ничтожен, как и «Викинг». Возьмите оригинальную историю, на которой частично говорят основан «Левиафан». Химейер Килдозер, где человек гнобил государство в штате каком-то, я не помню, в Америке. Гнобило, и он не спился к херам, он собрал огромный танк и расхерачил весь город. Но это Америка и американский аналог. А Андрей на самом деле, как и любой из нас, я понимаю страстное желание увидеть действующего героя. Хотя бы одного. Хотя бы одного. Но вы сами действуете. Вы сами действуете. Кино — это, извините меня, не способ вас успокоить, что все в порядке. Что если что-то произойдет в жизни, вы как некий герой возьмете в руки, там, я не знаю, лозунг, выйдете и сокрушите, как герой американской истории, стоящий за Левиафаном, вернее, не стоящий за Левиафаном, а который в свое время Андрея натолкнула на идею. А вот вы сядете в бульдозер и раскрошите административные здания. Это, извините меня, Америка. И когда Андрей написал историю, была в первом варианте истории вот такой вот бунт. А потом оказалось, что, извините меня, на русском севере дома не гипсокартонные, извините, жестко стоящие, каменные. Разнести из гранатомета. Но какого гранатомета? Не в этом дело, не в технологической, а в том, что наш герой, наш привычный герой, не отдельно взятый, он, если он уже, так сказать, не доведен до, я даже не знаю, до какого состояния, и он не является уникальным, базовое такое, как бы классическое поведение, это поведение пассивное. Он же об этом говорит. И важно тут, опять же, сказать следующее, что Андрей не делает картину, которая должна по выходу вас успокоить и сказать, что все в порядке. Он делает для того, чтобы вы посмотрели, прожили опыт этих людей и для себя приняли, сделали выводы. В этом принципиальная история. Почти документальное кино получается, в таком смысле. Ну почему документальное? Оно без сомнения документально в своей аутентичности,
в своей похожести, как говорят, на Ну и на возможности жизненные отказать себе обстоятельства. в деятельном положительном герое. Ну, вы же не, понимаете, деятельный, положительный герой, если это не жанровый фильм, жанровым я называю картину, ориентированную на массовую Ну, понятно, да. аудиторию, сделанную по тем законам, которые позволяют массовой аудитории легко включиться в действие, все переживать. Это, как, условно говоря, я согласен с Андреем, это игра в поддавки. Ты подаришь ему хэппи-энд, который может быть, так сказать, бунтом героя, и его, так сказать, в результате шагом там он выходит с фаустпатроном и стреляет по зданию мэрии. Но это, тем не менее, не имеет никакого отношения к реальным обстоятельствам сегодняшней жизни. Мы говорим, он рассказал историю, которая в своем пересказе намного проще, намного менее брутально, чем тысячи историй сегодня, так сказать, читаемые многими в газетах, на сайтах и даже показываемые по телевизору. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Следите ли вы за карьерой тех людей, которых вы делали звездами в телевизоре? Ну, конечно, с какими-то людьми даже дружу. Следите ли вы за Тиной Канделаки? Да, конечно. Почему с ее телеопытом нынешним все не так хорошо, как могло бы быть? Ну, это сложнейшая задача. И Тина энергичный человек, у которой, знаете, я когда-то занимался фехтованием, достаточно профессионально, и там нам тренер всегда повторял, что сначала голова, потом рука, а только потом нога. То есть ты никаким образом не провались, чтобы тебя не укололи. Если ты приблизился к противнику, он тебе нанесет укол. Будь готов. Тина со своим характером, я к ней очень хорошо отношусь, она действует, к сожалению, подчас обратным образом, торопится. У нее сначала двигается нога. Потому что построить телевизионный канал, особенно в сегменте, к которому она не имела никогда отношения к спорту, так сказать, непросто, мягко говоря. Я правильно понимаю, что вы с облегчением реагируете на то, что вы не в телеке сейчас? Как счастливым облегчением. Почему? Ну, потому что я разочаровался в телевидении как таковом. Я считаю, что телевидение переживает, так сказать, этап своего, такой последний этап своего существования. Ну зачем вам, как зрителю, телевизор? Зачем вам посредник между собой и Только контентом? как продакшн. Ну, конечно. То есть выживут только те большие компании, у которых есть ресурсы для производства сложных шоу и, так сказать, финансирования сложнопостановочных сериалов. А так вы все равно смотрите в нужное вам время, на нужной вам платформе. Сам факт, что вы снимаете себе вне всякого телевизионного канала ток-шоу, говорит уже фактически о завершении эпохи телевидения. Тут я бы мог рассказать, сколько уже каналов предлагали лицензию купить на наше шоу, но получали отказ. сомневаюсь. Но не буду этого И делать. не надо вам соглашаться. А зачем? Иначе... Почему не соглашаться? Ну, потому что вы окажетесь в плену определенного бренда, определенной аудитории, замкнуты в клетке успехов и неуспехов отдельного канала. А так вы напрямую общаетесь со зрителями. В этом же новая реальность. Это, собственно, и есть интернет 2.0. Ох, спасибо за пост-экспертизу. Да, что мне так подтвердили, кажется. да. Ну, так это же Не, вы я сделали. именно по этой же логике и принимал решение. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В 2013 году в рамках рекламной кампании фильма «Сталинград» в Ютубе вышел ролик «Хейтеры против Бондарчука. Вся правда о Сталинграде». Сейчас, спустя годы, вам стыдно за этот ролик? Какой вы имеете в виду? Там, где мы с Федором читаем хейтеров? Да. Нет. Уверен, что фильм Бондарчука «Сталинград», как и положено, говно. Посмотри на Лысого. Какой нах из него режиссер? Бондарчук – это наглядная демонстрация отдыха природы на детях. Я тоже не подержу своим рублем эту хуйню. Если гляну, то только на халяву в интернете. Федорка Бондарчук для меня значит одно – это смотреть нельзя. Вам не кажется то, что особенно кривляние Федора выглядит... Претензии две. Во-первых, вы выбрали комментарии, объективно самых бакланов, то есть людей, которые не аргументированная критика, а просто, люди там с ограниченным количеством извилин в голове, они просто набрасывают, чтобы набрасывать. Нет. Хотя критика, вы сами понимаете, у любого кино, в том числе... Секундочку, извините, что я прерву. Речь шла о хейтерах. У нас нет ни одной претензии к людям, которые критикуют фильм, посмотрев и приняв свое решение, что им не нравится. Какие могут быть претензии? Не нравится. Глубокое уважение ко любому зрителю. Но хейтеры — это те, которые не смотрят и ненавидят. И там были выбраны только те, кто, извините меня, фильма не видел, но рассказывал, до чего бездарные фильмы Федор. Поэтому, собственно говоря, они называются хейтерами, которые что называется, основательно, просто по ходу ненавидят персонажа и фильм. Кривляние Федора. Федор Бондарчук, я думаю, ты не расстроишься, если я не пойду на твой говнофильм «Сталинград». Я расстроюсь, сходи на него. Сходи.
Сережа, сходи на мой фильм. Ну, сходи на мой фильм. Вам не покажется, что с режиссерской даже точки зрения это как неуместно? Ему было, вероятно, не вполне ловко себе читать эти вещи. Не забывайте, что это у каждого человека. Вы все время исходите из того, что сидит, условно говоря, высокомерный, самоуверенный человек и кривляется над несчастными, анонимными персонажами, обливающими его грязью, так сказать, в онлайне, так сказать, ничем при этом не рискуя. А ему неприятно. Он ранимый, нежный человек. Вот поверьте, я знаю Федора лучше, чем очень многие. Ранимый, нежный, трогательный человек, настоящий друг, вообще изумительный совершенно персонаж. Ему неприятно читать о себе гадости. Я думаю, любому человеку неприятно. А в таком количестве, вдвойне. И он каким-то образом внутренне защищается. И я вообще удивился, что он на это решился. Найдите вот среди наших множества самоуверенных, самодовольных режиссеров, человека, способного читать эти гадости вслух о себе. Ты там лысый, бездарный сын там, великого, нефиг тебе работать в кино и так далее. Ну что это такое? Человек, допустим, я охотно верю, что Федор замечательный человек. Да. Что не так с режиссером Федором Бондарчуком? А что с ним не так? Вы смотрели фильм «Притяжение»? Конечно. И как вам? Ну как, это профессионально сделанная картина, необычайно успешно прошедшая в российском прокате. Вот скажем так. Да, хорошо. Понятно, что там ко многим фильмам можно предъявить претензии, что воруют госденьги. Это точно не тот случай. Там все прям видно, что сколько был бюджет, настолько сняли, очень старались. Даже нет, не Но так. Они сняли, это выглядит намного дороже, чем тот бюджет, за который сняли. Бесспорно. Как человек, не вовлеченный в фильм. Хорошо, говорит. вам не показалось, что сценарий кино, это просто провал. Это прям первые курсы в ГИКа. Ну, вы знаете, мне так не показалось. Мне кажется, это такая классическая жанровая картина из этого сегмента. А вы к фильму «Дивергент» точно такие, так сказать, слова отнесете или нет? Это американский фильм. Да. Очень успешный в прокате, по отношению к которому злости нет никакой. Это просто наличие Федора вызывает подобного рода отношения. Я Просто на фильм глубоко «Дивергент» я даже не пойду, потому что Ну, это как? тысяча фильмов. Как человек, который очень лоялен к русскому кино и который всегда дает ему шанс, я всегда иду. Но Федор экспериментирует в пространстве, в котором русского кинематографа не было. Вот вы представьте себе, есть большой транснациональный голливудский кинематограф, который на самом деле международная гигантская корпорация, рекрутирующая самых талантливых людей со всего мира и использующая накопленные за 100 лет умения рассказывать, создавать и рассказывать универсальные, понятные всему зрительскому миру истории. На протяжении 100 лет они этому учились. Вкладывающие сотни миллионов, миллиарды долларов в производство кинофильмов. И доминирующие во всех странах там, в объеме, например, 70-75% экранов это большое голливудское кино. Нынешнее, условно говоря, локальное кино, будь это итальянское, французское, испанское, немецкое и российское, пытается на своих домашних рынках, в своих странах с ним конкурировать, с этим голливудским кино. Конкурирует двумя способами. Либо делая нечто совершенно не похожее на то, что делает большой Голливуд, и то, что, скорее всего, Голливуд делать никогда не будет. Как правило, это локальные комедии, которые, Голливуд не будет шутить по-испански, по-бельгийски. Другой менталитет, это другой все остальное, менталитет, другой характер, другой культурный код. Соответственно, это, как правило, и поэтому во всех странах свои картины, либо пытаясь создавать некие событийные картины, способные привлечь внимание собственной аудитории, выбирающие, как правило, экраны не в силу лояльности своему кино, так уже получилось, что это лояльности, которую, так сказать, вероятно, есть у вас, но нету подавляющего большинства зрителей, особенности молодых. Они идут на то, что они от чего получают удовольствие, что им интересно. Просто найти на русский фильм, потому что он русский, никто не пойдет. Для этого нужны какие-то дополнительные элементы, высокая аттракционная визуальная энергия. Без этого на большой экран не позовешь сегодняшнего зрителя, потому что сегодняшний фильм большого экрана – это аттракцион. И Федор в этой сфере, в этой зоне, в этом сегменте кино давно и серьезно экспериментирует. Не боится брать на себя ответственность. Космического кино и фэнтезийного у нас вообще практически не было. Этой истории нет. И они ему предложили этот сценарий, не он развивал,
А почему? Режиссер разве не командир картины? Вот по части всего. Он не ответственен за то, как она будет творчески выглядеть? Конечно, ответственен. Но я вам сейчас не потому, что он не виноват сказал, а просто говорю, что он увлекся сценарием, как идеей создать вот мир, рассказать трогательную историю, как ему показалось, о любви. Он это когда снимал, называл, что ты делаешь? Там маленький фильм о любви. Он так внутренне, так сказать, защищаясь от всякого рода сторонних взглядов, говорил, что я делаю маленький фильм о любви, а потом его оснастил всем, что там и получилось. В известном смысле это такой там 9-й район, плюс, так сказать, романтическая история о любви. Я здесь вижу огромное количество аллюзий и контекстов, существующих в этом жанре. В Ютубе очень популярный кусок, и, в общем, все это обсуждали, про мотивационно-следственную часть, когда почему население пошло атаковать их, и есть мем про «Вы знаете руса?» Момент, когда Александр Петров на машине объясняет людям, почему они должны лупить инопланетян, которые ничего им не сделали, вот этой фразой «Вы знаете руса». Вы знаете руса? Они убили руса! Вы знаете руса? Железный мотиватор. Напасть на больше. Ну, мой фюрер, зачем? Ну, вы знаете руса. Что если я сяду на банку и выложу это в интернет? Нахера? Ну, вы знаете руса. Скажите мне, а вам не кажется, что вот желание Федора, я не обсуждаю сейчас причинно-следственную связь, я понимаю, что могут быть претензии, почему так случилось. Но сам факт, что режиссер в популярном массовом жанре пытается обсуждать важнейшую тему ксенофобии, Это существующую вокруг нас, достойно к себе как минимум понимания. Ну да, но вы же при этом понимаете, что с Федора требования другие. То есть только довольствоваться чем-то небольшим, этого мало. Ну, хочется, Нет, это чтобы не было... большое, да. это большое. У нас огромное количество людей ни о чем важном не говорит. А в массовых жанрах вообще не говорят. Он пытается. И в этом смысле это вызывает уважение. 3 лучших режиссера России прямо сейчас. Ну, никогда не скажу вам 3 лучших. Давайте так я вам скажу в сегментах. Да? Вот в авторском кино, без сомнения, не в порядке важности, а просто, Сакуров Александр Николаевич, Андрей Сергеевич Кончаловский, Андрей Петрович Звягинцев. Без сомнения. Это 3 самых больших авторских голоса российского кино сегодня. И всемирно известных, и говорящих по-прежнему актуально и серьезно. Массовое. Массовое кино, я бы так сказал. В массовом кино я ценю людей, старающихся добиться успеха у современной кинотеатральной аудитории, но делающих это творчески, на своем языке, в общем, с авторской подписью. Поэтому это неожиданный, наверное, будет список. Это Жора Кружовников, он же Андрей Першин. Мне кажется, он талантливый. Виктор Шамиров, талантливый человек. Это тот, который делает вот с прекрасными персонажами, с Гошей Куценко и со всей компанией. Он делал «Дикари», он делал «Уроки прекрасного». Он талантливые комедии, на мой взгляд, делает. Актерская картина была. Ну вот он талантливый человек, на мой взгляд. Третий? Третий человек, я бы сказал, и Федор Бондарчук, естественно, и Юрий Быков. Вот так, 4. Потому что Быков для меня не режиссер авторского кино, а умный режиссер жанрового кино. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Объясните мне, пожалуйста, как родитель родителю. Вряд ли меня когда-то ждет 250 миллионов долларов. Больше вы считаете? Нет, возможно, рублей, вот. Но не долларов точно. Да ладно, что Как воспитывать детей, когда у тебя столько бабла? Когда у них, все есть. А кто вам сказал, что все есть? И главное, какое это к ним имеет отношение? Очень простое. У вас есть деньги, вам же надо их куда-то тратить. Вы их будете точно. тратить в том числе на детей. Я не буду. Они должны, знаете, в этом смысле мне нравится пример британской элиты. Вот она, так сказать, они давно богаты, у них семей богатых последние 8, 9, 10 веков много. И они не случайно выработали систему образования и воспитания в своих, так сказать, boarding schools, куда все, так сказать, дети отправляются там в 6-7 лет. И дальше, вне зависимости от того, 28-й герцог Девонширский или 35-й, так сказать, Мальборо, воспитываются вместе с детьми буржуа и, так сказать, и прочих разных людей. Вы про пансионы сейчас говорите? Boarding schools — это обычная школа, это не пансион. Ты живешь дома, но ходишь туда? Нет, как раз ты живешь... Я не обязательно про то, что они должны жить, у меня дети не жили
в этих самых, так сказать, интернатах, скорее, это не пансионы, а интернаты, и жесткие интернаты. Не в этом дело. Я просто говорю о том, что они воспитываются в таких обстоятельствах, в которых разницы, к какой семье они принадлежат, между ними нет. Они сами зарабатывают себе репутацию, умениями, своими знаниями, характером и так далее, и так далее. Вот так и должно быть. Деньги их не касаются. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я правильно понимаю, что у вас есть дом на Рублевке, Да. недвижимость в Ницце, Нет, Нет. в Лос-Анджелесе? нет. А- Я живу всегда традиционно, я гостиничный человек, мне удобно. Я в Лос-Анджелесе провожу очень много времени, но мне удобно в гостинице. А что у вас есть своего, кроме Рублевки? Есть у меня в Италии дом, Кома? на Кому. Мгм. Кто у вас из известных соседей? Ну, мои, помимо российских друзей близких, с которыми я купил, ну, там живет рядом Джордж Клуни. Приезжает 2 раза в году, на коротко. Во время Венецианского фестиваля и еще там где-то походу. Известно, что вы обожаете путешествовать. Давайте назовем 3 самых невероятных места на планете, где вы были, и чуть-чуть о них расскажем. Крайний юг Аргентины, где она пересекается с Чили, это Эль-Калафате, это так назывался городок, и провинция. Собственно, там, где глетчер знаменитый. Колоссальный глетчер высотой 60 метров, которому, как иллюстрация глобального потепления, каждую секунду отваливаются куски, он тает. Но он огромный. Но по этому глетчеру это вообще такая фантастическое пространство, естественно, уже лишенное особой растительности, кроме низкого кустарника, и сразу начинаются льды. И ты можешь одеть кошки на ботинки и ходить по этому глетчеру, чем и занимаются люди туда приезжающие. Второе место — Новая Зеландия. Новая Зеландия, и не вообще Новая Зеландия — это абсолютный рай. Когда я туда приехал, я понял, что Питер Джексон, конечно, ничего не рисовал для «Властелина колец». Там, на самом деле, ты просто снимаешь ты, там, какие-то определенные дорисовки, потому что там все есть. Это невероятно. 3. Намибия. Почему она? Потому что это удивительное сочетание пустыни, вот абсолютной пустыни и океана. Вот, знаете, я когда-то в детстве прочитал, это была книжка, по-моему, да, конечно, Ивана Антоновича Ефремова «Лезвие бритвы». И там одна из частей происходила вокруг берега Скелетов. Там происходило некое действие. Неважно какое, я уже, так сказать, неотчетливо помню. Берег Скелетов — это 700-километровое побережье Намибии, в которое, так сказать, которым завершается пустыня Намиб. И поскольку там ветры, течения создают такое невероятно странное постоянное изменение побережья и линии побережья, что корабли, подходящие к берегу, все время ошибались, натыкаясь, так сказать, опираясь на старые вешки или маячки, и садились на мель. Поэтому это берег Скелетов. И там и сейчас есть там один или не, я видел один, может быть, несколько останков кораблей, таких зависших навсегда на мели. И это, конечно, удивительное состояние, когда она очень малолюдная страна, она большая, но там живет 2,5 миллиона человек, но малолюдная. И в ней есть вдруг ни с того ни с сего, вот после этого абсолютно забытого, а мы там ездили по бездорожью и, в общем, и спали в соответствующих условиях, забытого такого мира, безлюдного. Вдруг ты приезжаешь в остатки, это немецкая колония была, и там, естественно, очень много буров. В остатке такие городки, в которых по-прежнему живет белое население, буры, африканеры, и немецкие колонии. И ты видишь абсолютную Германию в Африке. Это удивительно. Там какой-нибудь... Та же архитектура, те же такие кофейни. фольварковские. Вот мы ехали долго по пустыне. Бездорожье, там какие-то камни, что-то преодолевали. И грязно, вы понимаете, там вся этот... Внутрь машин проходит весь этот, так сказать, бесконечная пыль. Потому что когда ощущение, ты едешь по пустыне, ты едешь в пыльном облаке, через которое пробивается солнце. И там еще время от времени приходится ехать по дюнам, поэтому ты, когда поднимаешься на дюны, тоже очень необычно. Ты стартуешь в дюнах там, со 2-й скорости, разгоняешься до 5-й, въезжаешь наверх, а спускаешься на 1-й, потому что тормозить нельзя, ты должен только так. И тебя может вынести. Это тоже особое впечатление. И вот в этом состоянии, после этого перехода, ты приезжаешь в какую-то абсолютную Германию,
И посредине маленького городка стоит кондитерская, как в Германии, кондитерская. И в кондитерской, как всегда, там дают поесть. Мы останавливаемся, заходим поесть, и вот удивительная вещь. Сидит семья, папа, мама и сын. А я очень люблю, я такой пылесос человеческих впечатлений, я всегда со всеми разговариваю. Да, и мне ужасно интересно, кто как. Я подсаживаюсь это поближе, чтобы сказать. Они говорят по-немецки. Немецкий я знаю неплохо. И для меня интересно. И вдруг я слышу, что они говорят о будущем. Они говорят там, мальчик заканчивает школу, куда поступать, куда ехать, о траектории жизненной и прочее. И в эту секунду я понимаю, поскольку относительно недавно у меня были аналогичные разговоры. То есть это вроде Африка, но проблемы те же. Африка, немцы тоже. Мир на самом деле до такой степени близок. Это так удивительно. Они говорили теми же словами, которыми условно я говорил с детьми. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы писали в Инстаграме про то, как Билли Боб Тортон, он снимался, играл бездомного, и он погружался в роль, общаясь с лос-анджелесскими бомжами. Было дело. Это его история. Это его история. Есть ли у вас история работы с актером, которому нужно было исследовать для роли новый мир, и он туда погружался? Так, чтобы это было прям необычно и прям показывало его профессионализм. То есть не моя история. Не-не-не, та, чтобы которую вы я видели, наблюдал. да, чтобы вы удивляли профессионального человека, который вот прям настолько досконально решил. Ну, это, извините, Серебряков. Так. Это контроль-фрик. Это человек, контролирующий все. Это человек, который пишет на сценарий, который ему дают как актеру 50 страниц замечаний, проходя каждую сцену. Потом, так сказать, изучающий жизнь каждого персонажа, так сказать, в деталях, и более того, так сказать, спокойно погружающийся. И он человек, который и учился драться, и ходил в чужой одежде. Это Серебряков чисто. Как он погружался для роли в «Левиафане»? Это была для него сложная роль и сложный режиссер. И я помню Лешу Серебрякова, с которым мы были вместе на премьере в Елене, и потом мы вместе шли после премьеры на автопартии. И он мне рассказывал, что это, конечно, потрясающий фильм, но холодный, как хирургический скальпель. Знаете, на самом деле у большого количества кинематографистов к фильмам Звягинцева есть такой традиционный упрек, что он холодный, что он не любит людей там, и так это вскрывает. И вот это вот исполнял Леша. И когда начали искать актера на роль, главную роль в «Левиафане», Андрей, как всегда, хотел найти не очень известных, для того, чтобы для него это принципиальный момент. Но найти на роль 45-летнего человека не очень известного, хорошего актера очень тяжело в России. Потому что если ты хороший актер в 45 лет, ты в общем, так сказать, да, известен. Ты известен, да. И поэтому после того, как Андрей, как всегда, посмотрел там честно там, на протяжении нескольких месяцев 100 с чем-то там артистов, мы вернулись, собственно, предложили Алексею, и он всерьез. Они как бы с Андреем... Андрей сам очень глубоко проходит персонажа, вот точно так же и Леша. Они смотрели, но они оба же, как это... Они же, им не надо рассказывать про жизнь простых людей, они родом из этой жизни. Вот же что разница, что те, кто критикует и рассказывает, как оно устроено. В России все время забывают, что человек по фамилии Звягинцев жил 6 лет, работал дворником. Понимаете, вот если они работали 6 лет дворником, вот тогда мне интересно, чтобы они поговорили со Звягинцевым, как устроена жизнь в России. А вот до этого и вырос в Новосибирске, они в продвинутой семье, хорошо обеспеченной, и не золотая молодежь. И Серебряков точно такой же. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Известно, что у нас программа про деньги, так или иначе. Мы очень любим про это говорить. Например, когда вы снимаете новое кино, и вы нанимаете на работу режиссера, о каком примерно гонораре будет идти речь? Смотря какого. Режиссера с вполне себе, одну из звезд местного рынка, в частности российского. Чтобы нанять большого русского режиссера сейчас на фильм, какой гонорар надо держать в голове? Ну, не самого большого, а такого большого, там, скажем, от 15 до 20 миллионов рублей его гонорар. За фильм? За весь фильм. В среднем фильм снимается 12 месяцев или... Нет, это фильмы снимаются не в месяцах, а в съемочных днях. Потому что самая дорогая часть производства — съемочный процесс. Почему? Потому что там у вас на площадке все. Вы строите, у вас строители, понятно. Вы снимаете, у вас все, что просто связано... Просто труд режиссера, он же за пределами этих съемочных дней все равно. Да, понятно. Но, допустим, средняя, скажем так, от 40 до 50 съемочных дней, что в переводе на
Календарь. на календарь, если у вас нет необходимости снимать в разные сезоны, там лето, зима и так далее, ну, примерно 3 месяца. Но процесс может съемочно занимать, естественно, в силу разносезонности и полгода, и год. Сколько получают ведущие актеры русские сейчас? Ну, в зависимости. У каждого есть артисты со своим собственным гонораром. Примерно, держа в голове ту самую звезду, большую русскую звезду, мужчину, не знаю, может быть, женщины... А, кстати, разница гонорар между женщин и мужчин? Ну, традиционно у мужчин выше. Выше. Вот. Русскому кинематографу Facebook это не простит, разумеется, такой сексизм, но что И поделать. американскому пусть тоже не простит. Пусть обязательно тоже не простит. Это же обычная тема голливудских, в общем, скандалов. конечно. Журналов и всего остального. Смотрите, мы нанимаем звезду на фильм, где съемочных дней будет тех самых 40-50 примерно. Да. Какой гонорар получится для этой звезды? Для какой вот? Ну, большой. Это один из там топ-5 или топ-10 актеров мужчин России. Ну, я вам не скажу, сейчас специально не скажу точно. Но это может составить сопоставимо с режиссерским гонораром. Это около 20 миллионов рублей. Может, да, от 15 до 20. Но если 40 съемочных дней, большущий артист, Ну, это получается в среднем 400 тысяч рублей съемочный день. может, это не средний. Ну да, да. Но я вам сказал, это вот ответ на ваш вопрос. 5 выдающихся артистов. Смотрите, если фильм провалился в прокате, Да. вот простой пример. «Дуэлянт», кино, которое продюсировали в том числе вы. Его бюджет 725 миллионов рублей. В прокате он принес примерно в 2 раза меньше. Откуда берутся эти 350 миллионов недосдачи? То есть Да даже не 350, а больше, потому плюс что... реклама? Не, ну потому что... ну, он 725 с рекламой, 700 с рекламой. Но те 400, которые он собрал, еще же разделите на 2, потому что половина осталась у кинотеатрах, конечно, намного больше. Естественно... 500 миллиарда рублей. Да. Откуда они берутся? Продюсеры просто приходят и скидываются своими деньгами, чтобы закрыть Нет, ну дорогу? мы, конечно, рискуем. Мы не приходим, а мы вначале скидываемся и вкладываем. У нас мы не так много источников финансирования, в отличие от Голливуда. Наши источники финансирования легко пересчитать. Это на сегодняшний день главный источник финансирования российского кино – это госденьги, который выдает либо фонд кино, либо Министерство культуры. Никогда не дают полностью на фильм, максимум по закону не более 70% бюджета, но по факту не больше половины. В случае с «Дуэлянтом» это было много-много меньше половины. Значит, второе – это, к сожалению, у нас нет, как в Соединенных Штатах, предпродаж, то есть когда ты заведомо уже, так сказать, понятный для международных дистрибуторов фильм продаешь на стадии сценария и уже, так сказать, финансируешь кино. Мы продаем только готовые картины. Как правило, если это не фильмы Звягинцева, которые, в общем, ожидаемы. Соответственно, у нас нет постоянно вкладывающих в кино источников, таких как телевидение или крупные интернет-платформы. И таким образом это либо частные инвесторы, которых удается привлечь, или которые сами, так сказать, как в случае с «Дуэлянтом» у нас был Глеб Фетисов, который пришел и который сейчас развивает собственную продюсерскую компанию. И как продюсер ему понравился материал на уже, так сказать, достаточно финальной стадии работы над фильмом, вложил и свои деньги. Я очень часто рисковал собственными деньгами. Когда вы последний раз теряли свои деньги? На «Дуэлянте». На «Дуэлянте». Но «Дуэлянт» продался очень неплохо за границу. Его купила на мировые права. Не на мировые права, а почти весь мир, потому что 4 страны мы оставили за собой. Францию, Польшу, Германию и Китай. И туда продали сами, самостоятельно. Потому что, ну, как бы я понимаю в этих странах, как происходит. А на весь остальной мир купила компания Columbia Pictures. И таким образом это достаточно был большой вклад в картину, который позволил в значительной степени, конечно, закрыть те недоборы, которые произошли в России. Вам не показался нелепым секс в карете?
Мы спорили по этому поводу. Мне он показался... Дело в том, что мы же по-разному смотрим. И я, честно говоря, внутренне до сих пор жалею, что я не переубедил. Я был близок, я во многом переубедил. И мой партнер Сергей Мелькумов, мы сумели во многом переубедить Алексея. Не то, чтобы он был во всем неправ, а мы правы. Я думаю, что много было и обратного. Естественно, это такой процесс взаимный, поэтому мы друг другу доверяем и доверяли. Но «Секс в карете» мне не нравился. Больше того, и мы даже сделали фокус-группы, показав большому количеству, так сказать, зрителей, как это делается с качественной компанией. И там, так сказать, фокус-группа практически однозначно, 100%, не то чтобы там оно раскололось 90-10, а вы отнеслись к этому негативно. Но Чем они объясняли? им было неприятно. Разные. Слушайте, объяснения подчас ужасно наивные. Ну, не царский это секс, там, вот так не делают. Ну, не дворяне, там, ну, глупости какие-то. Как будто мы все хорошо знаем, как это делали дворяне, видели и так далее. Не в этом дело. Отличный мем, царский да, секс. Да. Ну, как это, я условно говоря. Но главное это в другом. В том, что возникает ужасное чувство неловкости. А Алёше надо было добиться, режиссеру Мизгиреву, надо было добиться чувства чудовищного одиночества этих двух людей. Он вбрасывал этих людей, оставшихся и живущих в одиночестве, а в отчаянном совершенно состоянии она потеряла брата, единственного близкого человека, она под угрозой, он вообще претерпел в своей жизни много. Она вбросила эту сцену вместе этих двух отчаявшихся и одиноких людей. И для него эта нота пронзительности, и этот кадр последний, который завершал эту сцену, когда со стороны улицы, когда это лицо прижатое к стеклу, для него он был важен. И он был до такой степени важен, что он боролся за эту сцену до конца. И мы согласились, потому что в конечном счете это и самое слабое, и самое сильное место мое как продюсера. Я очень уважаю режиссеров и художников. Для меня это принципиальный момент. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Объясните мне, как продюсер, для чего в кино есть постельные сцены, если это кино не порно? Вот для чего это? Я еще раз, это ни в коем случае не претензия, я пытаюсь понять. Вот фильм «Не любовь», например. Да. А как вы можете говорить о человеке всерьез и претендовать на понимание этого человека, на знание этого человека, на погружение в жизнь этого человека, если вы не понимаете про него с одной из главных его сторон и не понимаете его в интимных отношениях? Порно — это история как извлечения для зрителей, извините меня, физиологического удовольствия от самого процесса, с крупными планами, с гениталиями и так далее. А отношения в любви, в фильме «Нелюбовь» очень важно, что они говорят о любви, что они в ней нуждаются. Вот смотрите, что с одной стороны они ненавидят друг друга, главные герои, а с другой они в новой как бы жизни любят, и они как бы занимаются, она отдается своим отношениям со своим новым мужчиной. И, так сказать, и занимаясь этой любовью, после этого, так сказать, остановившись, они говорят о любви, она рассказывает о себе, как она она всю жизнь мечтала, как она в эту минуту полностью это откровенна понятно. и открывается. А вот любовь... То же самое, это мужчина, который использует женщин, как я понимаю, одну за другой. И она ему, главная героиня же и говорит, что ты вот сейчас пройдет лет 12, и ты найдешь через 10 новые, лет, если стоять будет. Если стоять будет, ты найдешь новый, снова, и ей, сволочь, испортишь жизнь. Поэтому мы видим его как человека вот такого рода. Человека, на самом деле, не собранного и не вызывающего никакой особой симпатии. Мне кажется, что женщины, кстати, в этом фильме лучше, чем мужчины. Абсолютно. Да. Ну, если не говорить о волонтерах. Нет, просто если выбирать из двух, из плохого и очень плохого, то, безусловно, мужик гораздо хуже. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы известен как человек, и вы в книге это описываете очень детально, очень интересно, как происходит борьба за премии в мировом кинематографе. Ну, то есть, что нужно делать для того, чтобы фильм сначала выдвинули, потом... Как это скорее происходит? Как это происходит? Но все равно это борьба. Так или иначе, это борьба. Я не знаю, вы знакомы или нет с Ильей Куликовым. Это шоураннер и сценарист больших русских сериалов «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Полицейский с Рублевки». Ну, то есть, один из тех людей, которые хоть какой-то смысл еще телевидению оставляет сейчас в стороне, потому что он делает сериалы, которые смотрят. Да. Мы с ним как-то общались, и он следующую штуку произнес. Все премии, и наши, и не наши,
политизированы. Там серьезное лобби. То же самое с «Оскарами», «Медведями» и «Глобусами». Если вы снимете фильм про черных гомосексуалистов, вам не могут не дать «Оскар». Если один из них еще борется с какой-нибудь врожденной болезнью, вообще конкурентов нет. И если в этот конкретный год есть проблемы между мусульманским миром и христианским, награду обязательно получит какой-нибудь фильм из Ирана. Это будет жуткое дерьмище, которое невозможно смотреть, но приз будет его. Вы, как постоянный участник кинофестивалей самых разных и человек, который чуть не брал «Оскар», как относитесь к такой позиции? Как дилетантской. Дилетантские — это люди, не имеющие представления, ни разу не бывавшие, не то чтобы не участвовавшие, ни разу не бывавшие ни на одном серьезном фестивале, ни разу не участвовавшие ни в конкурсе, ни в параллельных программах, и тем более в оскаровских гонках. Вот они со стороны так себе это представляют. Потому что если вы посмотрите, условно говоря, 100 картин, участвующих в конкретном году в конкурсных программах всех основных фестивалей, то вы поймете, что этот кинематограф нервных окончаний. Что во всяком случае фестивали как таковой — это не попытка, это не выставка достижений народного хозяйства. Вот важно понять. Их не дают тем, кто собрал больше всех денег или самые высокие рейтинги по телевидению. Награды этих фестивалей или награды. Никогда. Потому что награда этих картин, собственно, признание большой и широкой аудитории. Только в том случае, если эти картины обладают явно выраженными художественными достоинствами, как это было с фильмом «Гладиатор», как это было с фильмом «Титаник», как это было с фильмом «Властелин колец», там третья часть, как это было с большим количеством, или там «Храброе сердце». В них есть автор, авторская подпись, не среднестатистическое умение ремесленное выстраивать истории так, что их смотрит широкая аудитория по телеку. Поверьте, таких авторов немало. И кроме того, если вы говорите о телевидении, то все названные вами сериалы в сравнении с тем, что сегодня драйвует аудиторию, просто, извините меня, не воспринимаются всерьез. Это не Breaking Bad во все тяжкие, это не «Игра престолов», это не «Декстер» и так далее, и так далее. Мы сейчас говорим... Почему? Потому что в обозначенных мною сериалах узнается мир сегодня. Это не политизированность, это ответ на вопрос. Зрительская аудитория очень часто, особенно аудитория, так сказать, ожидающая от кино и от телевидения ответа на главные вопросы своей жизни, хочет понимать, кто живет рядом, о чем они думают, что происходит. Они должны понимать, в каком мире они живут. И этот кинематограф отдает, прежде всего, как явление, он дает представление о том, что Смотрите, происходит. Александр, простой пример. Я не помню этот год, я все время путаюсь. Это 12-й, 13-й или 14-й. Лучшим фильмом, по мнению Оскара, стала «Операция Арго». Бен Аффлек получил Оскар как режиссер. Вот. Ну, пока он был режиссером фильма, который стал лучшим. Безусловно, это интересное пропагандистское кино, американское, про то, что наши никогда не бросят наших в чужом мире, но серьезно, это лучший фильм мира в году? Слушайте, не мира, это лучший мир по версии Американской киноакадемии. Вы же понимаете, что все это самая главная премия. Не случайно. Я вам говорю о другом. Первое, он не пропагандистский, потому что представьте себе аналогичный русский фильм с руководством ФСБ, а там руководство ЦРУ крайне против. Они действуют вопреки руководству ЦРУ. Вот представьте себе отечественную картину, где несколько наших героев, вопреки приказу руководства ФСБ или службы внешней разведки, или КГБ, если это советские времена, отправляются сами спасать наших парней, которых уже руководство Комитета государственной безопасности списало. Вот история вот про это. Так. Вы себе представляете такую отечественную картину? Ну, я бы ее представил, если бы мы умели ее делать. Нет, мы, может быть, даже и умеем. Но вот содержательно, технологически я оставляю. Вы себе представляете, вот списали, уже приговорили, сказали, хватит, бросайте, уже нефиг, оставьте в покое, давайте не париться. Да ладно вам, какая же она пропагандистская. Второе, она просто качественно сделана. Ну да. Она блистательно сделана, она держит. В момент, когда ее смотришь, она волнует. По режиссуре, за которую он, собственно, получил награду, она сделана безупречно. Это учебник режиссуры. Я помню этот финал, так сказать, перед тем, как, когда они проходят все эти проверки в аэропорту, когда параллельно их ищут, когда едут домой. Это сделано абсолютный учебник. Она волнующая картина. Я сейчас прежде всего вам говорю о другом, что в ней есть
достоинства очевидные, профессиональные. Премия профессиональная. Голосует за нее на сегодняшний день 7 тысяч членов Академии. Какая может быть политизация 7 тысяч человек голосования, которые голосуют, исходя из своих собственных представлений? Они голосуют за профессиональные умения. Среди оскаровских лауреатов есть слабые картины, или, скажем так, более слабые и более сильные. Конечно, когда побеждает вами вышеупомянутый Бёрдман, или в свое время там победил Рокки, победил причем в 70-х, в 76 году, победил картину, мною обожаемую картину Мартина Скорсезе «Таксист», всю президентскую рать Алана Пакулы и что там еще, телесеть Сиднея Люмета. Тяжело, да, представить, что Скорсезе уже в 76 году во все снимал, но да. Не просто во все, Ну, он начинал да. раньше, это же Новый Голливуд, так называемый Новый Голливуд. И тем не менее, потому что в эту минуту был запрос в Америке после Уотергейта, после импичмента президента Никсона и его ухода с должности, был запрос на надежду. И фильм, я имею в виду «Первые Рокки», с маленьким человеком, который там сидел в Филадельфии где-то и тренировался в мясном магазине своего товарища на мясных тушах, и вдруг получивший шанс побоксировать с чемпионом мира, он дал эту надежду, за него проголосовали. В этом смысле общее настроение, без сомнения, обращаю ваше внимание, не конъюнктура, настроение может влиять на аудиторию, Тогда на голосующих. прокомментируйте еще самый частый стереотип относительно фильмов Звягинцева и вашего фестивального успеха с ним. Звягинцев снимает Россию такой, он снимает ее неустроенной, такой, как выгодно видеть всем на Западе. И именно поэтому Запад отмечает эти картины наградами. Ну тогда почему он не отмечает еще там 30-40 фильмов ежегодно Потому делающих? что они хуже Звягинцева Ну, сделали. значит, все-таки он хорошо сделан, а не потому что плохо. В жанре, который Смотрите, нужен Западу? Нет, не в жанре. В другого жанра в кино, которое появляется на фестивалях. Фестивали возникли как инструмент продвижения авторского независимого кино. Спилбергу, Земекису и Лукасу их фильмы в фестивале не нужны. Они выходят при помощи огромных рекламных бюджетов. При этом они уже последние десятки лет приезжают на фестивали для внеконкурсных показов, чтобы показаться и после этого выйти в прокат. Но в любом случае десятки и сотни миллионов долларов вкладываются в их продвижение. Для независимого кино, для авторского кино нужны фестивали, потому что туда съезжается огромное количество журналистов, дистрибуторов, всех тех, кто занимается кинематографом не студийным, кинематографом личностным, кинематографом, в котором есть подлинные боли и картины сегодняшнего дня. Вы никогда не допускали мысль, что Андрей Звягинцев, несмотря на всю свою мудрость, несмотря на все свои позитивные качества, он может допускать мысль, что если я сейчас пожестче к русской современности сниму картину, то шансов на то, что это эго будет удовлетворено в Венеции, в Мюнхене, в Каннах. Но это чушь. Но вот те, кто знают программы Венеции, Мюнхена, Мюнхен не столь важен, Канн и Берлина, те знают, что это неправда. Там нет других фильмов. Посмотрите на любую программу, я вам не буду сейчас это описывать. Это картины, которые говорят о людях в сегодняшних обстоятельствах. Вы посмотрите мир, в котором мы живем. Как сегодня, как это называет римский папа Франциск, ползучая Третья мировая война. Она идет. Убивают людей на Ближнем Востоке. Происходят террористические акты по всему миру. Глобальное потепление или там так далее. Вызовы технологий, истощение человеческих ресурсов, колоссальное количество диктатур, тоталитарных режимов, так сказать, расправляющихся со своими, так сказать, гражданами. Дикое количество там экстремистов со всех сторон. Посмотрите, что происходит в Америке. Кризис, на самом деле, самой могущественной сверхдержавы, приведшей к совершенно неожиданного человека к власти. Вы посмотрите, что происходит в мире. Он трясется, завтра может произойти все, что угодно. Взрыв. О чем должен говорить ответственный, серьезный художник сегодня? Если ему что, он должен говорить, что ему все нравится? Он что, взял на себя функцию пиаровского агента, так сказать, за свой счет условной власти, к которой он не относится с уважением или относится с уважением, неважно. Он же не пиаровский агент. Его функция, знаете, как в свое время меня учили, для чего существует журналистика? Это можно отнести к кино. Для того, чтобы напомнить власти о ее обязанностях, а обществу об идеалах. И это важно. Все остальное не важно. Поэтому мы делать условно какие-то выдающиеся вещи про себя замечательных можем сколько угодно.
но мы так не улучшимся. Это вы детей так как воспитываете? Только на хороших примерах? Или вы с ними анализируете ошибки? Вы анализируете все то, что они сделали неверно, для того, чтобы они этого не повторили, чтобы они это поняли, для того, чтобы они прожили жизнь. Ведь в кино есть выдающаяся возможность прожить жизнь неудачного человека, провалившегося человека, лузера, негодяя, преступника, кого угодно. В этом же функция кино. И убедиться в том, что этот путь ложен, ошибочен. Иначе вы никак не убедите. Оно так функционирует. И представьте себе большую академию или Каннский кинофестиваль. Сидит на Каннском фестивале 9 выдающихся кинематографистов в жюри. В этом году был Педро Альмодовар, вот я вам скажу последний, председатель жюри, гений. Пауло Соррентино, член жюри, тот, которым «Великая красота». Остановитесь, Александр. Кто третий там будет? Нет, дальше. Пак Чанук, великий, который «Олдбой». Маринаде, который Тони Эрдман. Я вам назвал, извините меня, 5 режиссеров. Дальше. Уилл Смит, Джессика Честейн, прекрасная французская актриса, все время забываю фамилию, и китаянка, Бинбом, там, красотка, и выдающийся композитор Габриэль Ярет, тот, который английский коэффициент и прочее. И вот эти 9 выдающихся кинематографистов сели и подумали, почесали репу, как бы им дать фильм, как бы им дать приз тому фильму, который похуже рассказал там о современной России, о которой они знать не знают, не хотят, не слышат и не понимают. У них в программе 20 с чем-то фильмов, которые по-своему, например, фильм, получивший Гран-при, мы бы хотели получить «Золотую пальмовую ветвь», но получил ее фильм «Площадь» или «Квадрат», как там «Square» Рубена Эстлунда. Это острая сатирическая картина о сегодняшней европейской жизни. Острая сатирическая, связанной с современным искусством и людьми рядом с современным искусством. Второй по значению приз Гран-при фестиваля «120 ударов в минуту». История жесткая, так сказать, умолчания французской правящей элиты в отношении реально нараставшей проблемы СПИДа и такой нетолерантности по отношению к людям, им больным. И, естественно, всплеск отчаяния, выразившихся в возмущении. Это реальная история, там, недавней, 20-летней давности. Наша картина, не любовь. Да и так далее. Вы не понимаете, нету фильмов, не говорящих об отчаянии людей в столкновении с сегодняшними жизненными вызовами. Вот что важно. И в этом смысле это кино терапевтично. Мы просто наша аудитория, те, кто вот так комментирует, условно говоря, привыкли радовать и гладить аудиторию. Мы это называем массировать эрогенные места, эрогенные зоны. А на самом деле кино может выполнять и терапевтическую функцию. Оно может говорить о главных проблемах времени. Оно может говорить о главных проблемах человека в этом времени. И в этом смысле оно может быть полезно. Да, не всем. Да, у кого-то эти лекарства могут показаться горькими, неприятными и потому неэффективными. Но кому-то они помогут. В конечном счете у каждого человека есть выбор. Взять, выключить телевизор, взять, не купить билет, или сказать, какое дерьмо. И правильно, делайте так. Но вы же смотрите и выбираете. Мы же не обязаны каждый раз удовлетворять ваше очень индивидуальное. Не забывайте, что мы все разные люди. Индивидуальное представление о прекрасном. Но когда человек, делающий некое, так сказать, условно говоря, массирующее эрогенные зоны кино, ни разу, так сказать, не выезжая, не участвуя в программах международных фестивалей. Поверьте, я 27 лет езжу на эти фестивали и знаю это кино. Это на самом деле кинематограф такого морального беспокойства. Кинематограф, волнующийся о будущем. Кинематограф очень подчас талантливых людей, людей, пожертвовавших своей благополучной жизнью. Я вам скажу честно, что за Андреем, например, в качестве Звягинцевым бегают крупнейшие режиссеры, в смысле продюсеры и актеры современного мира. Мне раз 100 без привлечения звонили крупнейшие компании с предложениями сценариев. Сейчас у нас лежит 4 или 5 англоязычных сценариев для Андрея. Завтра он в Голливуде бы снимал «100-миллионники». Брэд Питт, его, так сказать, близкий, настоящий фан, начиная с «Возвращения». И я Брэду Питту показываю там Елену, Левиафан и Нелюбовь специально и отдельно. Анджелине Джоли мы сейчас показывали Нелюбовь и так далее. Они его фаны, они любят это кино. Для них он большой режиссер. Не потому, что он плохо... И они готовы были бы у него сняться. Они готовы, они предлагали, Я помню, так сказать, еще после «Левиафана» мне прислали сценарий, позвонил Брэд Питт, я Андрею его специально... Потому что он делает свое кино. Я об этом вам говорю. Что для него это не уровень комфорта. Ну, у Коэнов же Брэд Питт снимался. Но они делают на своем языке, в своей стране.
Андрей делает в своей стране, на своем Андрей языке. говорит на английском? Он говорит очень плохо. на Почему не английском. заставить его выучить? Я не буду его ни в чем заставлять, он делает свое кино, как ему нужно. Он так богато говорит по-русски, что ему по-английски так богато У вас нет никогда не амбиций, чтобы первый русский режиссер, который снял бы что-нибудь действительно крутое, с крутыми заговорит. Есть артистами... амбиции. У меня такие амбиции есть. Но в случае Андрея он примет сам это решение. Я ему честно предлагаю разные истории, которые, мне кажется, могут быть и для него интересны. Но это же Он не невозможно. будет снимать среднестатистические. Вот нам присылали огромное количество для него там сценариев с большими актерами, больших студий и так далее. И завтра бы запустили. И говорили, и уговаривали. Он же отказывался, потому что не его кино. Я к чему говорю? Это люди, участвующие в этих, так сказать, это своего рода клуб ответственных людей, отвечающих за свои поступки. Куда попасть очень трудно. Те, кто не попал, могут говорить все, что угодно. Сначала попади. Если так легко получить «Оскар», сделать фильм о гомосексуалисте больном СПИДом, да еще и без ноги или так далее. Я эти разговоры слышал от такого рода людей. Чего ж ты не сделаешь? Получи «Оскар». Получи. Знаете, какое количество несчастных проблем несчастных черных? Главное условие для получения «Оскара» — это признанное, как минимум в профессиональной среде, а лучше в общественной, художественно совершенное произведение. Вот тогда она работает. Когда вы получаете, когда выходит картина, когда ее отбирают на большой фестиваль, когда он нравится прессе, когда пишут серьезные ревью, когда оно покупается во все страны и выходит в прокат, как все картины Андрея, выходит в прокат. Не потому, что оно плохо говорит, а когда к нам подходит по поводу «Левиафана», там мексиканец и говорит, ну это картина о Мексике. Если вместо водки текила, а вместо снега жара, то это Мексика в чистом виде. Подходит итальянка и говорит, это реальная история. Ну, если не православная церковь, а католическая, Италия, в чистом виде. Это история, объединяющая людей. Все маленькие люди. История, когда мы получали Golden Globe, я на самом деле для себя это искал, она универсальна. Это может происходить во Франции, в Америке, в Корее, где угодно. Это история это как бы конфликта маленького человека и системы. Неужели она неизвестна никому из наших зрителей? Да, я понимаю, что кому-то неприятно, что картина, условно говоря, не «Легенда 17», прекрасная, мною любимая картина, а, условно говоря, там «Левиафан» выигрывает международные фестивали. Но это и невозможно. Точно так же огромное количество американских этих самых агиток пропагандистских, сделанных по-настоящему. Там Майкл Бэй, он что, когда-нибудь был в Каннах? Он когда-нибудь выиграл? Но он в другом жанре работает. Ну, так и я об этом и говорю. Это разные жанры. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Хорошо. Режиссер, с которым вы мечтаете поработать? Пол Томас Андерсон. Почему он? Мне нравится его кино. Я считаю его самым таким для себя притягательным режиссером современной Америки. Лучший актер современности? Неважно, на каком языке говорящий. Дэниел Дэ-Льюис. Почему он? Ну, выдающийся актер. Я ничего подобного ему просто не знаю. Сколько Он, раз... кстати, закончил свою вот только собственную карьеру. Объявил о завершении У нас было актерской несколько карьеры. программ назад Александр Паль, который рассказал вот эту историю про то, что он теперь собирается делать ботинки, как я понимаю. Ну, что-то он собирается делать, да. Сколько раз в жизни вы слышали от девушки: а ты точно продюсер? Смешно. Я... Такой отложенный штраф сейчас был, да, в вашем исполнении. Нет, я мало, если вообще слышал. Не припоминаю. Лучший продюсер мира? Раньше бы я вам сказал Харви Вайнштейн все-таки, при том, что сложный персонаж. Сейчас, наверное, вот выплывает Меган Эллисон. Но это я говорю о людях, которые традиционно в сегменте авторского кино. Лучшее кино в истории человечества? Без сомнения, такая вот своеобразная вот веха, развернувшая вообще кино для меня во многом и по-прежнему живое. Вот фильм все-таки начала 70-х, я имею в виду «Крестный отец». Он такая как бы удивительная вечная книга в кино. Вот он для меня важен. Без сомнения, и он может быть отнесен к лучшим картинам. «Гражданин Кейн», я вырос на Орсоне Уэллсе и знаю все о каждом из его фильмов, мне кажется. Во всяком случае, все читал и все смотрел. «Гражданин Кейн» для меня важен. Из Эйнштейна, честно говоря, для меня трагичная история Ивана Грозного, вот вторая часть Ивана Грозного. Конечно, невероятно. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? О планах на будущее спрошу. Самое интересное знать, что дальше. Сколько дальше, в смысле? Да, сколько, что.
поскольку мы же живем в стране, как это сказать, непредсказуемым прошлым, обычно говорят, мы вечно к нему относимся по-новому, ну, важнее будущее. Вы знаете, я всю жизнь увлечен идеями будущего и читаю огромное количество... Я пришел из неигрового кино и, в общем, пошел в кино с идеей заниматься кинематографом и науке. Это смешно сегодня сказать, но для меня это было страшно важно. Я по-прежнему читаю огромное количество там, научно-популярной литературы, и, там, сайтов и прочее. И поэтому меня страшно драйвует будущее. Вот все, что связано там, с Маском и всем, чем он занимается. Вот представьте себе, что южноафриканский парень из относительно неблагополучной семьи, там, разведенной и так далее, вот вдруг понял для себя, что нужно заниматься, он для себя решил. Вот космические перевозки, транспорт, и финансовые вот эти вот банковские системы. Решил, вот он для себя выделил 3 области. И получилось PayPal, Hyperloop, там, и, значит, его эти потрясающие Dragons, там, и летающие челноки. Вот тут для себя. И для меня вот это мир. И поэтому мне безумно хочется, чтобы мы не отставали. И меня вот сейчас даже не про политику, я вам скажу. Меня волнует, как и многих, все, что происходит сегодня, и с людьми, и с товарищами, там, и так далее, и так далее. И вообще в целом с тем, как устроено. Но больше меня волнует то, чтобы в дальнейшем мы не оказались в ситуации такой чудовищной, провинциально отставшей, такой, уже навсегда ушедшей в прошлое страны. Такое бывает, и такие и страны есть уже. Вот очень не хочется, чтобы мы были такой. Конкурс. После того, как вы подпишетесь, поставите колокольчики, сделаете все прочие ютубные ритуалы, у вас будет возможность принять участие в конкурсе. Условия очень простые. Александр Роднянский, я же ничего не путаю, 2 раза был близок к Оскару. 3. 3 раза был близок. 3 раза номинирован. К Оскару. Близок это другое. В общем, под номинацией мы, в принципе, имеем в виду именно быть близким. Что нужно сделать? Про что нужно снять кино Александру Роднянскому, чтобы с 4-го раза Оскар взять? В 3 предложениях, максимум в 3, можно, про что должна быть эта картина для того, чтобы Оскар все-таки в этот офис или любой другой офис переместился. Приз. Расскажите нам, что это такое? Это один из постеров фильма «Мачете убивает», к которому я имел отношение. И сделанный, конечно, на портрете главного героя, нашего прекрасного Мачете. Мне кажется, или вы с каким-то неудовольствием вспоминаете этого человека, нет? Человека я вспоминаю с симпатией. Он, кстати сказать, славный парень. Он всегда к нам приезжал, мы его в Москву привозили и так далее. И на площадке он прекрасный. А режиссера... А вот фильм я вспоминаю с разными чувствами, смешанными. Фильм не принес денег? Не в этом дело. Он на самом деле мог быть лучше, скажем так. Друзья, так или иначе, мы выбрали самый рок-н-ролльный постер, который только есть в офисе Александра Роднянского. По-моему, любой человек, который хочет, чтобы его дизайн был максимально брутальным и при этом ярким, ему это пригодится. Поэтому участвуйте в конкурсе. У кого будет самое креативное предложение, мы выберем и отправим ему этот приз. Александр, спасибо большое. Спасибо.